Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это Z-обзор, и это значит, что я к вам с новым вязаным творением. И сегодня это будет не игрушка, а подушка. Вот такая подушка размером 35 на 35 сантиметров с силуэтами котиков. Связала я ее для подарка на день рождения дочки одной из моих подружек. Почему именно подушка? Потому что подружка прислала фотографии подушек с котиками с восклицанием «Посмотри, какие крутые подушки!» И я решила связать что-то подобное. Не знаю, насколько крутая получилась подушка в моем исполнении, но то, что она милая и уютная, это точно в ней есть. А как вы считаете, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, понравилась ли вам не игрушка, а подушка, и хотите ли вы видео-мастер-класс по ее вязанию? Вы пока пишите ваши комментарии, а я расскажу о расходе пряжи. Наволочку я вязала плюшевой пряжи Гималая Вельвет, пудровый цвет под номером 90053. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Использовала я чуть больше 2 мотков, и что мне не понравилось в этой пряже, то что, как и Гималая Dolphin Baby, в Вельвет тоже попадается оригинальная пряжа и неоригинальная. Оригинальной пряжей я называю ту, что легко скользит по крючку и между петлями. Ее вязать одно удовольствие, и метраж у нее хороший. А вот неоригинальная пряжа неплохо, но и не так хорошо скользит, она более плотная, и метраж у нее короткий. Как я это выяснила? Мне просто при покупке этой пряжи попались мотки оригинал и неоригинал. И одну часть наволочки я связала из оригинальной пряжи. И у меня ушел ровно один моток. Еще даже осталось на сшивание 2 частей наволочки. А вторую часть я связала из неоригинальной пряжи. Полотно вязания получилось более плотным. И одного мотка хватило на 26,5 рядов из 31. И поэтому я уже не в таком восторге от этой пряжи, как была раньше. Для силуэтов котиков я также использовала пряжу Гималая Вельвет, половину одного мотка, коричневый цвет под номером 90037. Силуэты эти к наволочке пришиты и слегка наполнены наполнителем. Подушку, которая находится внутри, я шила сама, вырезав квадрат из ткани по контуру наволочки. Шивала я этот квадрат швейной иглой и нитью, просто все наживулив и наполнив наполнителем. Подушка у меня получилась на пару сантиметров меньше, чем сама наволочка, поэтому уголочки слегка пустыми получаются у наволочки. Если хотите заполненные уголки, то вырезайте квадрат для подушки из ткани на пару сантиметров больше, чем сама наволочка. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, вот такое вязаное творение у меня на этот раз получилось. Ставьте лайки этому видео, если вам понравилось то, что я связала на этот раз. И в комментариях сообщите мне, пожалуйста, хотите ли вы видео МК по вязанию данного изделия. Всем спасибо большое за просмотр моих видео и, конечно же, за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!